Данные скриншота я вам показала не просто так. Николай Николаевич Никулин – советский и российский искусствовед, профессор, член-корреспондент Российской академии художеств, ведущий научный сотрудник и член ученого совета Эрмитажа, специалист по живописи. Также он широко известен как автор книги «Воспоминания о войне». Итак, далее хочу процитировать отрывок из этой книги. Рядом с кухней помещалась небольшая темная кладовая, где на полках стояла посуда. Я обнаружил там великолепный северский фарфоровый обеденный сервиз на много персон и другие прекрасные вещи. Стопкой лежали скатерти и салфетки из голландского полотна. Разместившись на роскошных хозяйских кроватях, солдаты, не торопясь, со вкусом, обсудили, что делал хозяин с хозяйкой под мягкой периной, и уснули. Мне же спалось плохо. Впечатления последних дней были не из тех, которые навевают сон. Часов около 3 ночи, взяв свечу, я отправился побродить по дому и, проходя мимо кладовки, услышал странные звуки, доносящиеся изнутри. Открыв дверь, я обнаружил ефрейтора Кукушкина, отправляющего надобность в северское блюдо. Салфетки рядом были изгажены. «Что же ты делаешь, сволочь?» – заорал я. «А что?» – кротко сказал Кукушкин. Он был небольшого роста, круглый, улыбчивый и очень добрый. Со всеми у него были хорошие отношения, всем он был симпатичен. Звали его обычно не Кукушкин, а ласково Кукиш. И вдруг такое. Для меня это было посягательством на высшие ценности. Для меня это было покушением на идеи доброго, прекрасного. Я был в бешенстве, а Кукушкин в недоумении. Он натянул галифе и спокойно отправился досыпать. Я же оставшуюся часть ночи лихорадочно думал, что же предпринять, и надумал. Однако ничего более идиотского я выдумать не мог. Утром, когда все проснулись, я велел команде построиться. Видимо, было на лице моем что-то, удивившее всех. Обычно я никогда не практиковал официальных построений, поверок и тому подобное, который предписывал армейский устав. Шла война, и мы чихали на всю подобную дребедень. А тут вдруг «равняйся, смирно». Все подчиняются, хотя в строю есть многие званием выше меня. Я приказываю Кукушкину выйти вперед и произношу пламенную речь. Кажется, я никогда в жизни не был так красноречив и не говорил так вдохновенно. Я взывал к совести, говорил о прекрасном, о человеке, о высших ценностях. Голос мой звенел и переливался выразительнейшими модуляциями. И что же? Я вдруг заметил, что весь строй улыбается до ушей и ласково на меня смотрит. Закончил я выражением презрения и порицания гвардии ефрейтору Кукушкину и распустил всех. Я сделал все, что мог. Через 2 часа весь северский сервиз и вообще вся посуда были загажены. Умудрились нагадить даже в книжные шкафы. С тех пор я больше не борюсь ни за справедливость, ни за высшие ценности. Русский писатель Максим Горький в книге о русских людях писал следующее, цитирую. «Мне отвратительно памятен такой факт. В 19 году в Петербурге был съезд деревенской бедноты. Из северной губернии России явилось несколько тысяч крестьян, и сотни их были помещены в Зимнем дворце Романовых. Когда съезд кончился, и эти люди уехали, то оказалось, что они не только все ванны и дворца, но и огромное количество ценнейших северских, саксонских и восточных ваз загадили, употребляя их в качестве ночных горшков. Это было сделано не по силе нужды. Уборные дворца оказались в порядке, водопровод действовал. Нет, это хулиганство было выражением желания испортить, опорочить красивые вещи. За время 2 революций и войны я сотни раз наблюдал это темное, мстительное стремление людей ломать, искажать, осмеивать, порочить прекрасное. Не следует думать, что поведение деревенской бедноты было подчеркнуто мною по мотивам моего скептицизма по отношению к мужику. Нет, я знаю, что болезненным желанием изгадить красивое страдают и некоторые группы интеллигенции, например, те иммигранты,
которые, очевидно, думают, что если их нет в России, в ней нет уже ничего хорошего. Злостное стремление портить вещи исключительной красоты имеет один и тот же источник – с гнусным стремлением опорочить во что бы то ни стало человека необыкновенного. Все необыкновенное мешает людям жить так, как им хочется. Люди жаждут, если они жаждут, вовсе не коренного изменения своих социальных навыков, а только расширения их. Основной стон и вопль большинства – не мешай нам жить, как мы привыкли. Станислав Лем – польский философ, футуролог и писатель. Лем был первым научным фантастом, который предсказал конец бумажных книг. Это произошло еще в 1961 году в романе «Возвращение со звезд», за 40 лет до первых попыток создать электронные книги. Лем представлял их как небольшие кристаллики с памятью, которые можно было вставить в устройство. Нечто вроде современного планшета. Предсказал популярность аудиокниг. Предсказал смартфоны, компьютерные игры. Так, уже в начале 50-х годов Лем предполагал, что для увеличения эффективности мощных компьютеров надлежит их объединить в единую сеть. В своих диалогах 1957 года еще он называл это направление развития вполне реалистичным. Так постепенное накопление информационных машин и банков памяти вело бы к появлению государственных, континентальных, а затем и межпланетных компьютерных сетей. Лем стал свидетелем того, как сбылись многие из его предсказаний. И это его удивляло. Известно его высказывание, которое якобы прозвучало сразу после того, как Лем впервые воспользовался интернетом. Пока я не пользовался интернетом, то не знал, что на свете есть столько идиотов. Процитировать я хочу его письмо переводчику своих книг на английский язык, Майклу Кендлу, которое не издавалось на русском языке. Полное собрание называется «Письма или сопротивление материи». Это второй сборник его избранных писем. Это письмо было написано 6 мая 1977 года в Берлине. Итак, цитирую. «Жестокость немцев, которые входили в оккупированные страны во время Гитлера, ни по глубине, ни по широте даже сравнивать нельзя с советской. Для немцев это поначалу была банальность, и именно механически и обезличенно следовали они заповедям, по которым себя считали высшей расой, а нас, евреев, называли «унгезифер» – вредителями-паразитами, которых следует уничтожать. Притом они считали нас вредителями коварными, одаренным такой хуцпой, что по своей лодорнической мимикрии приобрели сходство с человеком. Русские же со своей стороны осознавали подлость и низость бессловесно и глухо, что делало их способными на что угодно. Изнасилование 80-летних старух, убийство, как бы между прочим, разрушение и уничтожение всех признаков достатка и цивилизованной состоятельности. При этом демонстрируя в бескорыстии этого уничтожения немалую предусмотрительность, инициативу, внимание, сосредоточенность, напряжение воли. Этим они мстили не только немцам за то, что немцы устроили было в России, но и мстили всему миру за пределами своей тюрьмы местью, самой подлой из всех возможных. Ведь они обгаживали все. Никакие животные не демонстрируют подобной, так сказать, экскрементальной жестокости, которую демонстрировали русские, забивая и наполняя своими экскрементами разгромленные салоны, госпитальные залы, биде, клозеты, гадя на книги, ковры, алтари. В этом обгаживании всего мира, который они теперь могли, какая-то радость, испинать, истолочь, обгадить, а ко всему прочему еще и силовать и убить, они насиловали женщин после родов, женщин после тяжелых операций, женщин, лежащих в лужах крови, и гадили. А кроме того, они должны были воровать наручные часы. Когда один малый бедняга-солдафон уже не имел шансов среди немцев в госпитале, потому что его предшественники забрали все, что можно было забрать,
Он расплакался от жалости и одновременно, что если немедленно не получит наручные часы, то застрелит 3 первых встречных. Огромная сверхдержава со сфальсифицированной идеологией. Никто в нее не верит. Со сфальсифицированной культурой, музыкой, литературой, школьным образованием, общественной жизнью. Все сфальсифицировано от А до З. Настолько добросовестно, что под таким давлением репрессий, под таким полицейским надзором, что эта мысль рождается как сама собой. Кому это все может служить лучше, чем повелителю мух? Я знаю, что его нет, и в некотором смысле это даже еще хуже в плане постановки диагноза из-за отсутствия отрицательного полюса трансценденции. Юрий Павлович Анненков, русский и французский живописец и график, художник театра и кино, писатель, театральный критик, поэт, заметная фигура русского авангарда. Сейчас хочу процитировать отрывок из его дневника моих встреч. Итак. В моем родовом Куокольском доме, прозванном там литературной даче, где много лет провел Горький, жили подолгу друзья моего отца, Владимир Галактионович Короленко, Николай Федорович Анинский, редактор «Русского богатства», и его старушка-жена Александра Никитична, переведшая для нас, для русских, принца и нищего Марка Твена, позже Корней Чуковский, Сергей Евценский, Сергей Городецкий, Николаша Евреинов. В качестве гостей на литературной даче засиживались Горький, Андреев, Куприн, Репин, Шаляпин, Поддювочный Стасов, Мирхольд, всех не упомню. Есенин провел ночь в комнате для друзей, на кровати, на которой в разное время ночевали у меня Владимир Маяковский, Михаил Кузьмин, Василий Каменский, Осип Мандельштам, Виктор Шкловский, Лев Никулин, Бенедикт Лившиц, Владимир Пяст, Александр Беленсон, Велимир Хлебников, всех не упомню. Мой Куокольский дом, где Есенин провел ночь нашей первой встречи, постигла несколько позже та же участь. В 1918 году, после бегства Красной гвардии из Финляндии, я пробрался в Куоколу. Это еще было возможно, чтобы взглянуть на мой дом. Была зима. В горностаевой снеговой пышности торчал на его месте жалкий урод. Бревенчатый сруб с развороченной крышей, с выбитыми окнами, с черными дырами вместо дверей. Обледенелые горы человеческих испражнений покрывали пол. По стенам почти до потолка замерзшими струями желтела моча. И еще не стерлись пометки: 2 аршина, 2 вершка, 2 аршина, 5 вершков, 2 аршина, 10 вершков. Победителем в этом своеобразном чемпионате красногвардейцев оказался пулеметчик Матвей Глушков. Он достиг 2 аршина, 12 вершков в высоту. Вырванная с мясом из потолка висячая лампа была втоптана в кучу испражнений. Возле лампы записка: «Спасибо тебе за лампу, буржуй. Хорошо нам светило». Половицы расщеплены топором, обои сорваны, пробиты пулями. Железные кровати сведены смертельной судорогой. Голубые сервизы обращены в осколки. Металлическая посуда, кастрюли, сковородки, чайники доверху заполнены испражнениями. Непостижимо обильно испражнялись повсюду. Во всех этажах, на полу, на лестницах, сглаживая ступени, на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли кусками испражнений в потолок. Вот еще записка: «Понюхай нашего ладно, воняет». В 3-м этаже единственная уцелевшая комната. На двери записка: «Товарищ командир». На столе ночной горшок с недоеденной гречневой кашей и воткнутой в нее ложкой. И вот пришла весть о том, что Куокола отошла к советам. В то утро я был освобожден от тяжести хозяйских забот, давно уже ставших платоническими. Руины моего дома и 1,5-десятинный парк с лужайками, где седобородый Короленко засветил однажды в рождественскую ночь укутанную снегом елку, где гимназистом я носился в горелке с Максимом Горьким и моей ручной галкой-матрешкой,
где я играл в крокет с Маяковским, где грызся о судьбах искусства с фантастическим военным доктором и живописцем Николаем Кульбиным, где русская литература творила и отдыхала, исчезли для меня навсегда, как слизанные коровьим языком. Вырастет ли когда-нибудь на этом пустыре столбик с памятной дощечкой, на которой вряд ли смогут уместиться все имена? Но это уже мелочи, обрывки бесполезной сентиментальности. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!